В 2019 году биологи из Торонтского университета в Канаде исследовали сообщество падальщиков. Ученые раскладывали в окрестностях озера Клуэйн останки разных животных, а возле приманок устанавливали камеры видеофиксации. Полученные видео шокировали исследователей. Оказалось, что в 12% случаев падаль съедали снегоступные зайцы. Причем ели они даже тела своих сородичей, не говоря уже о падали других животных и птиц. Впрочем, делали это животные не от хорошей жизни, а только зимой в условиях нехватки пищи. Обычно на севере санитарами природы выступают совсем другие животные. В сегодняшнем видео мы покажем, кто может по праву считаться главным санитаром северных просторов. Спойлер, это не волк. Вы узнаете, почему медведи считаются лучшими нюхачами и за сколько километров они способны почуять запах падали. А если вы досмотрите это видео до конца, узнаете, почему же животным, питающимся останками, не грозит отравление трупными ядами. Поехали! Падальщики играют ключевую роль во всех экосистемах. Они утилизируют останки мертвых животных и тем самым предотвращают распространение инфекций и загрязнения водных источников. Например, в Европе, Северной и Южной Америке они подчищают, по некоторым оценкам, до 75% всей падали. А вот список животных русского севера, питающихся падалью, возглавляет росомаха, известная своей ненасытностью и всеядностью. Полярные волки и бурые медведи также не брезгуют лежалым мясом, даже когда доступна свежая добыча. Санитарами севера также являются горностаи, песцы и вороны в тундре и тайге. Все они включают падаль в свой рацион, во многом из-за того, что в суровых условиях очень часто трудно найти другие виды пропитания. Росомаха – мощный и необычный хищник, который считается одним из самых загадочных обитателей заполярных лесов. Это животное относится к семейству куньих, но своими повадками и силой скорее напоминает миниатюрного медведя. Росомаха предпочитает глухие таежные участки. Именно росомаха, а не волк, главный санитар леса. Она активно поедает падаль, включая попавших в капканы зверей и остатки чужой добычи. Этот хищник не только может сожрать огромное количество падали за раз, но и делает запасы, пряча мясо под снегом на черный день. И это при том, что росомаха любит и свежатинку. Она успешно охотится на зайцев, птиц, грызунов, может нападать на лисиц и даже молодых или ослабленных копытных. Особенно эффективна росомаха в глубоком снегу, и она вовсю использует свое преимущество. Не проваливаясь, она может одолеть добычу в несколько раз крупнее себя. Недаром этот свирепый таежный отшельник с ценнейшим мехом веками будоражит воображение северных народов. В их легендах хитрый зверь обманывает даже медведей, а в реальности бесстрашно ворует добычу из капканов и разоряет охотничьи зимовья. Кстати, о медведях. Эти хищники в принципе всеядны, хорошо лазают по деревьям, плавают и быстро бегают, способны стоять и передвигаться на задних лапах. Активность проявляют преимущественно вечером или на рассвете. Как правило, медведи избегают людей, но могут представлять опасность в местах, где привыкают к присутствию Homo sapiens, особенно белые медведи. Медведи обладают невероятно мощными обонятельными способностями. При благоприятных условиях они могут учуять запах падали на расстоянии до 30 километров. И если белый медведь, по данным сотрудников зоопарка Сан-Диего, способен обнаружить тюленью лунку во льду за 1,5 километра, то бурый почувствует запах подгнившего мяса за несколько километров. Это делает их одними из лучших нюхачей в животном мире. Полярный волк – обитатель тундры, прекрасно приспособленный к этой природной зоне с ее низкорослыми растениями, сильными ветрами и вечной мерзлотой. Маскировку и защиту от холода этим животным обеспечивает густая светлая шерсть с плотным подшерстком. Внешне полярный волк напоминает собаку, но это один из самых крупных и сильных представителей волков. Умное, сильное и ловкое животное. Суровые условия тундры сделали полярных волков непривередливыми в еде. Они охотятся на зайцев и леммингов, но в целом едят все, что могут добыть. Птиц, жуков, лягушек, лесные плоды, лишайники и, конечно, падаль.
Осенью и зимой, когда объекты охоты мигрируют на юг или прячутся, волк может голодать до нескольких суток. Писец долгое время считался самым многочисленным хищником Крайнего Севера. Но благодаря густому пушистому меху, который и сделал его главным объектом пушного промысла, в некоторых регионах поголовье этих животных сильно сократилось. При этом в целом по ареалу вид сохраняется. Песцы – всеядные хищники. Основной объект охоты – лемминги и другие грызуны, которые водятся в тундре. Но писец не пренебрегает любыми способами добыть еду. Кормится падалью, остатками трапез и крупных животных, выбросами моря. Живя поблизости от человека, роется в мусоре и отходах рыбного промысла. А вот горностай, в отличие от описанных выше животных, хоть и может считаться падальщиком, но будет прибегать к этому способу добыть пропитание в последнюю очередь. Случается, что горностай кормится у остатков добычи более крупных хищников – куниц, рыси и волков. А ранней весной, когда пищи совсем мало, горностай не побрезгует и падалью. Известны случаи, когда горностаи подъедали останки лосей, задавленных медведем или даже охотниками-людьми. Уже через пару минут после смерти животного за его тело начинается настоящая война. Первыми в нее вступают бактерии и микроорганизмы, использующие целый спектр патогенов и токсинов. А потом приходит падальщик и съедает мясо вместе со всей этой начинкой. Но почему же росомах, волков и горностаев не берет этот ужасный коктейль из опасных бактерий? В целом ответ прост. Миллионы лет практики и продвинутая дезинфекция. Все начинается в ротовой полости. Вредоносные бактерии встречает переполненная ферментами слюна. Ее эффект не такой убойный, как у дезинфицирующего раствора, но часть опасных микроорганизмов будет обезврежена уже здесь. Следующая линия обороны – желудок. Даже у людей этот орган содержит ядерную смесь. 0,5% соляной кислоты и солидное количество пепсина. Этот коктейль справляется с расщеплением абсолютного большинства болезнетворных бактерий. Так вот, у падальщиков эта гремучая смесь в несколько раз мощнее. Она полностью растворяет всю попавшую пищу и всех одноклеточных. Так подгнившее мясо, смертельное для других видов, превращается в добротный и съедобный продукт. И это замечательно, ведь благодаря своим приспособлениям падальщики оберегают не только себя, но и нас от засилья вредоносных микроорганизмов. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Если он вам понравился, не поскупитесь на лайк. А прежде чем мы расстанемся, напишите в комментариях, с кем из указанных животных вам доводилось встречаться. А может быть, вы даже добывали кого-то из них. Не забудьте активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и подпишитесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. До новых встреч!